Новый клуб Хаби Алонсо. Атмосфера в сборной Германии. Пеп об исключении Сити. Ссора Варана и Тен Хага. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Главный тренер Байера Хаби Алонсо займет аналогичный пост в Баварии со следующего сезона, сообщает журналист Эль Черингита Хосе Альварес. Ради 41-летнего испанца мюнхенцы планируют расторгнуть контракт с нынешним наставником команды Томасом Тухелем, который возглавил команду в марте 2023 года, сменив Юлиана Нагельсмана. Контракт Алонсо с клубом из Ливеркузена рассчитан до июня 2026. Байер в текущем сезоне Бундеслиги занимает первое место. У команды Алонсо 31 очко в 11 матчах. Она одержала 10 побед и один раз сыграла в ничью. Бавария идет следом на втором месте с отставанием в 2 очка. Марио Балотелли стал участником ДТП в Брешии. Инцидент произошел в четверг вечером. 33-летний форвард Адана Демирспор на своей Ауди врезался в ограждение. В автомобиле сработали подушки безопасности. Марио выбрался из автомобиля, ему оказали медицинскую помощь. Затем футболисту пришлось пройти тест на алкоголь. По данным журнал Де Брешия, первичный тест на алкоголь оказался положительным. Но от дальнейшей проверки Балотелли отказался. У него на время отозвали водительские права. У Варана плохие отношения с тренером МЮ. Рафаэль, а также Казимира могут уйти. Джим Рэдклифф после вхождения в состав управленцев Юнайтед должен будет принять решение о будущем 30-летнего француза и 31-летнего бразильца. Клуб заплатил за обоих Реалу 112 миллионов фунтов в общей сложности. У них дорогие и долгосрочные контракты. В этом сезоне у Казимира есть проблемы с физикой, а Рафаэль Варан проиграл конкуренцию другим центральным защитникам. И в глазах Эрика тен Хага занимает место в конце иерархии игроков обороны. Если хавбек не уйдет зимой, то летом 2024 года его будущее снова будет обсуждаться. Что касается защитника, то его отношения с Тен Хагом практически разрушены, сообщает Daily Mail. Считается, что между игроком и тренером состоялся открытый обмен мнениями после того, как Рафаэль не принял участие в дерби с Манчестер Сити. С тех пор француз лишь трижды вышел на замену. Варан недоволен тем, что Тен Хаг сперва сделал выбор в пользу Джонни Эванса, а затем Виктор Линделев играл вместе с Харри Магуайром, когда Эванс получил травму. Ранее сообщалось, что Бавария следит за Вараном, но из-за его зарплаты считает трансфер нереалистичным. Покупка обошлась бы в 20-30 миллионов евро. В качестве замены Варану в Юнайтед обсуждали кандидатуру Жан-Клера Тодибо из Ниццы. Но здесь может быть конфликт интересов, поскольку Рэдклифф является владельцем французской команды. Игроки сборной Германии уже недовольны Нагельсманом. Бывший тренер Лейпцига и Баварии в конце сентября возглавил национальную команду Германии, подписав контракт до конца Евро 2024, который примут немцы следующим летом. В 4 товарищеских играх в сборной у Юлиана победа, ничья и 2 подряд поражения. Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild, футболисты считают, что Нагельсман пока больше тренер для клубов, а не для сборной. Игроки полагают, что он слишком сильно старается внедрить свои идеи, что невозможно, когда речь идет не о клубе, а о сборной, где тренер проводит с футболистами значительно меньше времени. Распространяется мнение, что Нагельсману следует использовать более прагматичный подход, сократить количество обучающего контента, видеоанализа, а также своих идей. Мнение Юлиана об отсутствии у команды защиты
также не было хорошо воспринято игроками. Кроме того, они не уверены в его решениях относительно игры футболистов не на своих позициях. Самый яркий пример — выступление Кая Хаверца на левом фланге защиты против Турции. Идеи тренера переносятся на практику после очень небольшого количества тренировок, и некоторые игроки этим недовольны. Впрочем, решение Нагельсмана задействовать Кая на той же позиции в следующем матче скорее вызвало позитивный отклик у команды. Утверждается, что в целом отношения между Нагельсманом и игроками по-прежнему крепки, и нет никаких сомнений в его тактических знаниях. Но считается, что он требует слишком многого от игроков, поскольку до Евро 2024 осталось так мало времени. Пеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном наказании Манчестер Сити за нарушение финансовых правил. Почему я не должен верить в невинность Сити? Проводить защиту перед судьей — дело юристов. Я свое мнение не изменил. Мы будем ждать, а затем примем последствия. Не скажу ни слова об Эвертоне, потому что не знаю, что в действительности произошло. Это два совершенно разных дела. Знаю, людей интересует, почему Сити не понижают в классе, но давайте подождем. Если это прочесть, конечно, нас следует понизить в классе, но никто не знает, что случилось. Никто из тех, кто говорит об этом, не знает, что в точности произошло. Я не читал все это. Я уже говорил месяц назад. Давайте подождем, если мы виноваты, нас накажут. Что бы ни случилось, я останусь здесь. А по поводу дела Эвертона я ничего не знаю, но это совершенно другой случай. Вот почему сравнивать их нельзя, заявил главный тренер Манчестер Сити на пресс-конференции. Арсенал исключает расставание с Томиясу в зимнее трансферное окно. Ранее в ноябре в английской и немецкой прессе появилась информация о желании Баварии приобрести Томиясу в зимнее окно. Утверждалось, что главный тренер Баварии Томас Тухель восхищается универсальностью 25-летнего японца, который способен сыграть на любой позиции в линии обороны. Однако, Evening Standard сообщает, что Арсенал считает Томиясу важным членом команды и готов отклонить любое предложение по Такихиро посреди сезона. В данный момент Томиясу приближается к 18 заключительным месяцам по своему контракту. Однако это соглашение может быть автоматически продлено Арсеналом на 1 год.